Всем привет! Сегодня у нас 2 сентября. Ну что, я надеюсь, что я вам показала финиш долгожданный, один из. Сегодня я уже с салфеточкой своей посидела, поплела и подумала, что давайте, наверное, продолжим эксперимент с тем, чтобы мне рулетка выбирала процессы. И давайте сегодня крутанем, посмотрим, что же там выпадет. 20. Так, и нам нужно посмотреть, что же это такое. Так, 20. Ой, это снежинка. Ох, слушайте, ну мы эту снежинку уже плели, на самом деле. Она у меня даже, кажется, где-то под рукой. А, нет, этой конкретной снежинки у меня сейчас под рукой нет. Я ее убрала. Или мы ее не плели? Мне кажется, мы ее делали уже. Но в любом случае, я не против сделать еще раз. Я бы, например, добавила бисера. Ну, в общем, давайте приступим. Сейчас без расстановки света, без всего, даже без штатива, так с руки хочу показать вам. Смотрите, вот готовая, кстати, снежинка. И вот снежинка, сплетенная по этой же схеме, но из других ниток. И без бисера. И заметьте, здесь я сделала 5 лучиков. Но мне кажется, неплохо так ложилось именно с этими нитками. Здесь я сделала 6 лучиков. Выглядит уже по-разному. Выглядит здорово. Я думаю, если бы я попробовала сделать, например, еще из золотой нитки по этой же схеме, получилась бы уже какая-то совсем другая снежинка. Это нам в очередной раз доказывает, что из одной схемы можно придумать совершенно разные варианты. И всем, так скажем, ограничивает нас только наша фантазия во всем. Всем привет! Смотрите, что хочу вам показать. Решила крутануть рулетку. Думаю, не буду записывать на видео. Наверняка очередная снежинка. И мне попадается пункт любые сережки. А я настолько сильно хотела уже сплести сережки. Я нашла в интернете на Пинтересте вот такое вот фото. Сейчас покажу вам. Найду. Вот оно. И так мне эти сережки понравились, и стало интересно, как будто бы их можно повторить, правда, со своими материалами. О, вы, кстати, видите меня. Ну и да, и мой заляпанный монитор. Но не в этом суть. Попробовать повторить вот такие серьги. Я уже нашла у себя там чуть-чуть ниточки, нашла похожие бусинки искусственные, вот такие вот. И нашла мелкие тоже вот такие бусинки, наверное, красненькие я буду использовать. Мне интереснее скорее просто понять принцип, как это можно сделать. Я не до конца сейчас понимаю, как вплетена вот эта бусина. Ну, я предполагаю, как. И думаю, я все-таки не ошибаюсь. В общем, буду пробовать. И вам обязательно покажу результат. Получится или не получится что-то. Так, смотрите, кажется. Но я думаю, мне не кажется, я правильно поняла принцип, как сделать вот то, что я вам показывала. Не знаю, как это правильно показать, чтобы было чуть более видно. Понятно, что количество узлов я подбирала вот тут все на глаз. Мне было важно понять сам принцип, как это делается. С помощью каких техник, с помощью каких механик. И теперь уже, когда я поняла, я опять же понимаю, что, ну, в принципе, мы можем подбирать какие-то материалы. Мы Николай II, я могу подбирать какие-то материалы, да, и уже делать по своему усмотрению варианты. Потому что здесь-то я пробовала, просто взяла какие-то там намотанные ниточки чуть-чуть, да, какие-то бисеринки, бусинки. Это, конечно, я все распущу, чтобы материалы просто так не тратить. Но я поняла, как это делать. Я это сделала. Конечно, я какие-то моменты погуглила, да. Но, тем не менее, я очень довольна и рада. И в очередной раз подтверждается моя теория о том, что, ну, практически все, что можно найти в интернете, вы найдете в интернете, правда. Это будет не чаще всего не в виде каких-то явных ответов, но техники, с помощью которых то или иное там изделие сплетено, вы сможете найти в интернете, в книгах, в интернете, в различных источниках. Просто вам нужно будет подумать,
как именно в том или ином изделии их применили. Я собой очень довольна, хотя никакой Европы я не открыла, Америки точнее. Вот. Думаю, что, наверное, более опытные кружевницы, они бы даже, возможно, быстрее бы догадались, чем я, как это сделано. Но тем не менее. У меня даже вот был, кстати, неудачный вариант, но где-то я его на столе. А вот он. Вот он. В общем, один. Я начала делать и поняла, что ага, все не так просто, как я думала, и там будет загвоздка, и делается это не так. Всем привет! Сегодня у нас 4 сентября, да. И я к вам с классной новостью. Я доплела вот этот бесконечный ряд на салфетке. Посмотрите, какая красота. Не могу перестать ей любоваться, но она правда очень красивая. Наверное, в каждом включении, где я буду ее вам показывать, я буду ее нахваливать. Но это правда, это очень и очень красиво. Посмотрите, какая она уже по размеру. Получается больше, чем моя ладонь уже. И впереди у меня вот точно такой же ряд, только, получается, отзеркаленный. Ну что, это будет долго. Но, в принципе, с этим рядом я справилась, будем говорить, за месяц. Я как раз его начала плести в августовском влоге. И можно сказать, что в начале сентября я его закончила. Чуть-чуть я не успела его в августе закончить. Но опять же, плела я совсем там не каждый день, не по целому дню. Это я уже потом где-то в середине месяца, наверное, ввела практику, что каждый день хотя бы по одному вот элементику нужно отплетать. Тут я собираюсь делать точно так же. Каждый день минимум по одному элементу отплетать. Если получится больше, то будет, конечно же, лучше. Ну просто невероятно. Представляете, если ее делать не из 40-ки, например, а из 20-ки, она у вас будет просто огромная скатерть. То есть она, наверное, будет раза, я не знаю, в 1,5, да, больше, чем вот это. То есть уже будет такая хорошая салфетка. А когда вы ее доделаете, это будет полноценная круглая скатерть. Всем привет! Сегодня уже 9 сентября. Что-то у меня как-то ничего не снимается, хотя плетется на самом деле. Все плетется. Я вам сейчас покажу, чем же я занималась все это время. После той, так скажем, ну я не могу сказать, это провальной попытки сплести сережки. Все-таки я же какие-то образцы сплела, просто дальше мне стало, ну, не очень интересно. Да, а после вот той попытки я не крутила рулетку, потому что ко мне пришел заказ на снежинки, на целых 12 снежинок. С учетом того, что сейчас сентябрь, это, кстати, очень здорово, что вот снежинки меня попросили сплести. Попросила сплести меня, кстати, снежинки мама. Вот, поэтому, ну, не могу отказать. И вам хочу сейчас показать, какие снежинки я уже сплела. Я вольна, мне подали полный карт-бланш. Выбирайте, какие я хочу снежинки из любой нитки, там, с бисером, без бисера, вообще без разницы. Поэтому я вам сейчас буду показывать, что уже сплела. Схемы я брала все в интернете, где-то схемы бесплатные есть, где-то я, ну, считала узлы. Вот, понимаю, что это не очень хорошо, но иногда ты видишь, что есть схема, которая стоит, я не знаю, там 5 евро, ее нужно где-то как-то на Etsy покупать. 5 евро за обычную снежинку, ну, кому как, но для меня это как будто бы дорого. Ну, ладно, речь сейчас не об этом, а речь о том, что смотрите, какая красота. Кстати, вот почему-то плохо видно. Сейчас я, может, что-то подложу. Давайте попробуем вот на такой папочке. Что вот через камеру видно вообще, в принципе, все какие-то пылинки, вообще невероятно. Так, давайте попробуем. Ну, как будто бы получше стало видно. Первая снежинка вот такая красивая. Я решила делать все снежинки серебристые из моего традиционного, ставшего уже традиционным санбеста в 4 нити. Серебро. Все равно что-то с освещением. Бисер я не добавляю и решила снежинки делать с пикошками.
Такая вот красота. Первая. Вторая. Тоже очень красивая снежинка. Такая прям, я бы сказала, огнище. Так. Как-то вот так, может быть, лучше будет видно. Вот. Здоровские. Они, кстати, по размеру практически, смотрите, вообще идентичны. Давайте вот так будем складывать. Третья снежинка. Такая вот миленькая. Снежинка-цветочек. Здоровская. Третья. И четвертая снежинка. Вот такая вот, тоже красивая. Мне, кстати, кажется, тут схемы полностью... Вот сейчас я вам показала 4 снежинки. Это вот схемы, доступные в интернете, если я правильно помню. Они еще не отпаренные, ничего, они просто сплетены, нитки заправлены, и вот такие вот они красивые получились. Мне очень нравится. Я стараюсь хотя бы одну снежинку в день делать, чтобы как-то не затягивать все это дело. Ну, там уже как получается. Поэтому из-за вот снежинок, да, мои все там остальные процессы, в том числе рулетка, приостановилась. Единственное, что не приостановилось, это я продолжаю каждый день немножечко отплетать салфетку свою белую. Дальше хочу показать вам вот такую штуку. На самом деле это конь. Это конь. Ну, не конь, а как типа лошадка в процессе. Нашла классную схему. Вот такую вот. Это... Ой, я, честно, забыла, чья это схема. Палмер. Не помню. Вот, простите, я не помню, но, в общем, такая классная схема. Ее можно найти, опять же, в открытом доступе. Но я, в общем, ее сначала не увидела и просто посчитала узлы. Да, ну а потом через какое-то время я просто эту схему хоп и нахожу. На самом деле посчитать узлы было даже быстрее, чем найти эту схему. В общем, у меня такая идея. У нас же будущий год будет годом лошади, там какой-то красный, кажется, или огненный, что это такое. Я решила, почему бы не сделать вот такую классную игрушку на елку. Смотрите, как она классно будет выглядеть. У меня есть золото, нить, есть красный металлик. Почему не соединить это все? Будет очень здорово, я думаю. И вот эту качалку снизу сделать другим цветом. Я вот пока думаю сделать, наверное, вот таким вот металликом. Здесь у меня все нити, все это типа а-ля Санбест, наверное, не знаю, в общем, ничего не написано. Но вот, в общем, такая вот нитка с китайских закупок. Это в 3 нити, и я делаю в 2 сложения. И золото, и красный, и вот тем вот бежевым тоже буду делать в 2 сложения. Плетется несложно, выглядит красиво. И вот сейчас я увидела ошибку у себя. Да, ошибку я увидела. Вот только сейчас, видите, я вот здесь вот... Сейчас покажу. Вот тут вот. Вот так. Вот. Должно быть соединение. Соединения нет. Ну, это не страшно. Я, в принципе, смогу это просто сшить. Просто сшить, и все будет хорошо. Надо будет в следующий раз быть внимательнее. Я не обратила внимания на то, что здесь вот уже идет присоединение. Сплету. Я почему-то думаю, что получится очень хорошо. И, возможно, даже я обойдусь вообще не одним вариантом такой лошадки. У меня есть даже некоторые идеи, как ее можно будет оформить, чтобы вот сделать такую новогоднюю елочную игрушку. Но пока не буду ничего загадывать, посмотрим, как что получится. Но я думаю, все будет хорошо. Ну и, наверное, на сегодня пока все, что связано с плетением, у меня все. Всем привет! Сегодня уже суббота. Ой, воскресенье. Сегодня воскресенье, 14 сентября. Мне кажется, я давно не снимала, но как-то у меня какой-то кризис съемочный. И вот, смотрите, я сегодня прямо с утра села плести салфетку, и ряд уже так прилично подрос. Конечно, не за сегодня он подрос, но тем не менее уже движемся к серединке. Вот если вот так провести, да, но осталось сколько? Раз, два, три, ну, скажем так, 4 элемента осталось. Я постараюсь сегодня их сплести, чтобы уже середина ряда была закончена. Ну, получается неплохо. Конечно, скучновато, однообразно. В принципе, как практически любые ряды. Но выглядит неплохо.
И вот, конечно, пико я стараюсь подтягивать сразу же, как сделаю, затягиваю кольцо, подтягиваю пикошки. Но вот минус этой нитки. А я напомню, что я плету эту салфетку из сафира 40-ки полиэстер. Минус в том, что пикошки все-таки немножко уезжают. Пикошки уезжают. В следующий раз, вот когда захочется мне еще раз сделать салфетку, надо напоминать, и вы мне напомните, что я хочу плести салфетку без пико. Без пико. Я думаю, хуже эта салфетку все равно не сделает. А вот эти вот все проблемы с тем, что пико недозатянулись или куда-то ушли, оно все, так скажем, нивелируется. Эта проблема уйдет. А еще хочу вам показать. Вот тут поднос. Я там вообще-то собираю посылки с Алиэкспресс, кроме вот этой розовой косметички. Посылки с Алиэкспресс, покупки не только с Алиэкспресс, а вообще покупки, связанные как-то с рукоделием. И когда все соберу в кучу, вам наконец-то уже сниму какие-то свои вот покупки, посылки и прочее. Сама очень жду, много всякого идет, очень хочется все уже получить, самой рассмотреть, потому что я толком даже не рассматривала, просто распаковала, рассмотреть и вам все показать. Всем привет! Я к вам с коротенькой покупкой, с коротеньким видео о покупке. Купила себе вот такой контейнер с ячейками на 36 ячеек, с крышкой. Ячейки разъемные, и я хочу сказать, что это супер контейнер для хранения челноков. Смотрите, все мои челночки, которые сейчас не в работе, где есть намотка и которые пустые, они вошли сюда. Плюсы какие? Во-первых, смотрите, достаточно большие ячейки. У меня сюда влазят даже вот такие вот большие челночки, парочки. И вот такие вот влазят. А можно еще вот так брать перегородку, у вас вообще сюда много челноков войдет. Какие бы там они гигантские у вас, наверное, не были. И вообще перегородки можно, вот эти вот маленькие горизонтальные перегородки, все можно убрать. У вас останутся только вертикальные. Смотрите, как круто. Я распределила все челночки по своим ячейкам, где по одному челночку, где по два. Вот сейчас, кстати, заметила, что, наверное, вот это надо переместить вот сюда, а это вот в секцию одиночек отправить. В общем, круто. И у меня еще сюда вошли мои пустые челночки. Я сразу вижу, сколько у меня пустых челночков, сколько у меня челночков там, где только один намот, где только на одном намотка есть. И сразу вижу, сколько намотки. Здорово. Крышку я сняла. Она вот тут у меня лежит, потому что, естественно, с такими челноками крышка не закроется. Да и она мне как будто бы сейчас особо и не нужна. В общем, я очень довольна. У меня раньше был контейнер, сейчас вам покажу. Я в одном из видео показывала. Вот такой вот контейнер. И я вот сюда вот так вот ставила челноки. И там сверху еще там ставила еще челночки. Ну, оказалось, что будет удобно, оказалось неудобно. Потому что периодически все равно как-то двигаешь. Все челноки падают. Когда начинаешь там нужно искать, они тоже падают. В общем, не очень удобно. Особенно, когда челноков с намотками становится все больше. В общем, присмотритесь к такому варианту хранения, если вдруг вы, думали, вам ничего в голову не приходило, вот такой вот вариант. Или, может быть, у вас есть какие-то другие варианты для хранения челноков. Расскажите, поделитесь. Кстати, не помню, показывала вам. Нет, смотрите, какой красавчик. Это у меня недоделанные челноки. Они ждут, когда я к ним вернусь и их доделаю. Ну, круто же. Вообще. И я думаю, что я эти челноки сделаю, и это будут исключительно мои челноки. Я не буду их продавать. Всем привет! Сегодня 18 сентября. Хочу вам показать, сколько у меня осталось до завершения вот этого ряда. Совсем чуть-чуть. Но я считаю, что совсем чуть-чуть. И что-то я прям горю желанием сесть сегодня и все это сделать. Не знаю, хватит ли у меня времени. Смогу ли я это сделать? Сегодня я уже, наверное, вот столько сделала, мне кажется, как минимум. Мне нужно было там посмотреть некоторые материалы рабочие. И вот под эти материалы я плела.
Хорошо, что узор такой повторяющийся. И, собственно, не надо сильно заморачиваться с тем, да, что-то там запоминать, что-то там смотреть. Ты все запомнил и вот по одному рапорту плетешь. Практически не включая пол. Сейчас я вам покажу, чем я вчера занималась. Смотрите. Так, свет у нас темно, конечно же. Смотрите, какая красота. Это я вчера наконец-то насобирала материалы и начала отплетать пробник по МК «Императрица» от Анны Убейкиной. Конечно, у меня тут не все сразу получается, но я для начала хочу просто попробовать, посмотреть, как материалы, нитки будут между собой вообще все это сочетаться. Например, я уже вижу, что... Надо крючок, наверное, взять. Я уже вижу, что, например, вот как выглядит бисер. Мне не нравится. Как будто бы надо вот к этим бусинам серебристым, да, как будто бы надо бисер поменьше. Поэтому я попробую еще сплести с бисером 15-м Тоха. Здесь у меня чех. Кажется, чех, а может китаец, не знаю. Также решила попробовать вообще без бисера вот здесь. Посмотрим, как это будет смотреться. Что-то здесь у меня пошло не так. Ну и опять же нитка. Это 30-ка Пулярд. Анна в своих МК рекомендует брать нитки потолще. То есть там 20-ку. Как-то так. Я не готова 20-кой плести, но посмотрим. Может быть, и стоит даже 30-ку в 2 сложения сделать, и может будет как-то повыразительнее смотреться. Хотя мне уже нравится это сочетание. Но вот бисер для меня выглядит немножечко сомнительно. Всем привет! Сегодня уже 19 сентября, кажется. Смотрите, я к вам пришла с законченным 8-м рядом салфетки. Просто посмотрите, какая красота. Я уже ее постирала, отпарила. Ну, здорово так получается. Она, кстати, получается по диаметру небольшая, вот так. Всего 26 сантиметров. Ну, какая красивая. Конечно, понимаю, что она навряд ли будет большой. Наверное, максимум сантиметров 40 в диаметре. Я так предполагаю. Ну, может быть, 50, ну, максимум. Конечно, изначально я хотела что-то типа скатерти сделать, но взяла тонкие нитки, поэтому никакой скатерти не получится. Получится салфетка. Ну, восторг. Правда, она такая красивая в жизни, вы просто не представляете. Вот эта ниточка 40-ка, это какой-то восторг в плане того, что ажурность и легкость невероятная получается. Сейчас, кстати, следующий ряд будет очень простой. Он будет вот такой. Просто кольцо, дуга, кольцо, дуга. Я думаю, что я его очень быстро сделаю. Как-то так. Невероятно рада. Но это еще не все, что я хотела вам показать. У меня тут... Я говорила, что мама заказала 12 снежинок, и я их сплела. Давайте вам их покажу. Поближе каждую. Это серебристая снежинка с бисером. Как-то свет, конечно, падает. Я включила лампу, может быть, как-то нам это поможет. Хотя это не точно. Красивая. Снежинка просто с пикошками. Тоже серебро. Давайте вот так будем раскладывать. Замечательная, красивущая снежинка с бисером. Мне кажется, вот эту схему, ее нужно именно с бисером делать. Тогда просто круто. Вот это вот интересная штучка. Еще одна красотулька с бисером. Так, и это точно такая же, как предыдущая, но уже без бисера и из других ниток. Смотрите, как красиво. Такая вот побольше. Все схемы я искала где-нибудь там в открытых источниках, типа Pinterest, интернет, ВК. В общем, все схемы — это схемы, которые мне удалось найти бесплатно. Посмотрите, какая красота. Напишите, какие снежинки вам больше нравятся.
Повторюсь, я уже потом говорила, что, например, вот эти нитки, они очень красиво переливаются. Они, правда, выглядят как снег в солнечном днем, знаете, он так переливается. Но вот камера не передает всего блеска и перелива. Они получаются чуть менее плотные, чем, например, вот снежинки из серебристого санбеста. Но, опять же, вот это 3 нити, вот это 4 нити. Хотя вот смотрите, да, давайте вот сравним, они прям 2 одинаковые схемы. Да, просто разные нитки. При этом они практически они одинаковы. Опять же говорю, вот это 4 нити, вот это 3 нити. Но это не самбест, это другие нитки, у меня ссылка на них есть в телеграм-канале, это какие-то китайские, я не знаю, как они называются. Вот такая красота, такие у меня снежинки отправятся к маме. Прям настроение уже такое новогоднее. Я тут еще... у нас вчера был дождь, и я сразу давай зажигать свечку. Такую свечку купила в Хофе на распродаже. И это супер свечка. Смотрите, у нее деревянный фитиль. Она достаточно большая. И она так классно пахнет глинтвейном. Она пахнет именно вот этим, знаете, глинтвейном, который на вине. Виноградным таким. Запах глинтвейна, корицы, праздника, в общем, ну, прям какое-то настроение уже, знаете, предновогоднее. Тут у меня висят мои коняшки. Вот такая вот серебристая. Я его еще не укрепляла. И вот, мне кажется, я вам уже показывала вот такого вот красного коня, уже укрепленный акриловым лаком. Он тоже получился достаточно мягкий, но форму держит получше. То есть и вот этот форму держит хорошо, и вот этот форму держал. Но просто хотелось, чтобы немножечко поувереннее они себя чувствовали, если вот их использовать как, например, игрушки на елку, да, или какие-то вот такие подвесы, ну, чтобы они вот как-то не изгибались и ничего такого. Очень красивые. Хочется еще таких сделать, но они, правда, прям суперские. Опять же, схему я нашла в интернете. Это схема Пэл Палмер, кажется, так. Она есть у меня в телеграм-канале. Всем привет! Очередное включение. Я не удержалась и начала на салфетке 9-й ряд. Вот он. Это у нас простые кольца и дуги, чередование. И кажется, ничего сложного тут нет. Но все-таки некоторые моменты, которые стоит учесть, они есть. Смотрите, про что я говорю. Нам нужно учитывать, какие кольца у нас будут, когда, как соединяться. Но здесь как-то более или менее понятно, да, мы через одно кольцо присоединяемся. То есть я вот тут начала делать через одно кольцо. Сейчас плохо видно, потому что тень падает. Начала делать декоративный пико. Тут, ладно, тут вроде бы все окей, ничего сильно сложно считать, запоминать не надо. Но смотрите, давайте обратим внимание на дуги, потому что дуги у нас потом будут к ним присоединяться следующие интересные ряды. И вот тут уже как бы ситуация поинтереснее, потому что здесь у нас где-то, смотрите, идет чередование через одну дугу, где-то потом через 2 дуги, точнее через одну, потом через 2, потом снова через одну. И там, где, казалось бы, что должно быть через 2, там снова через 1. Короче, достаточно такой длинный раппорт. Я выяснила, что вот он раппорт. Так как я плету наоборот, вот слева направо, да, вот так у меня получается, то вот у меня начало, вот это А, и дальше как... В общем, дальше как идет по схеме. В общем, я думаю, понятно. Если непонятно, то на самом деле это не сильно важно. Это больше для себя я обозначала вот этой А, чтобы понимать, как у меня вот здесь-то дальше. Вот если я вот здесь продолжаю, как у меня здесь схема идет. Но смотрите, в чем дело. Я поняла, что, например, я вот сейчас закончила плести, да, а как мне завтра понять, а где я на схеме остановилась? Потому что, опять же, это имеет значение и искать у себя здесь какие-то закономерности и находить их по схеме. Но я считаю, что это долго на самом деле. И я вышла из положения так. Смотрите, я вот нашла этот раппорт, да, и каждое кольцо раппорта я пронумеровала. И, например, сегодня я остановилась на кольце номер 2 у раппорта. И оказалось, что у меня есть вот такой
шаблон для пико с циферкой 2. Тут непонятно, что это 2, но я знаю, что это циферка 2. Вот, и я ее просто прицепила на такую вот штучку. Я теперь знаю, что когда там возьму завтра, послезавтра, да хоть когда вот эту салфетку, я буду знать, что я остановилась на кольце номер 2. И дальше мне вообще ничего не будет стоить, просто идти дальше по схеме. Вот так сумбурно я пыталась вам показать. Может быть, кто-то путается, не знает, как делать, как отмечать. Но это нереально может быть шаблон для пико. Я вообще думала, что можно какую-нибудь бумажечку, например, проткнуть и на ней написать цифру. Ну, просто вот шаблон у меня появился. И если не будет шаблона с нужной циферкой, я, скорее всего, действительно сделаю с бумажкой. Ничего страшного в этом не будет. Но, в общем, очень удобно. Я прям молодец, считаю. Вот смотрите, за сегодня сколько я уже наплела. Ну, ряд быстрый. Вы посмотрите, сколько я намотала нитки вот просто на сером фоне. Вот так вот, смотрите. Тут невозможно, такие пузаны получились. Здоровские челноки, нитки в вазе, ну, очень удобно. И в руке, когда привыкнешь, держать становится тоже удобнее. Мне даже как будто бы, знаете, сейчас ими удобнее плести, чем, например, вот этими большими челночками. Как будто бы вот эти для моей руки более подходящие, что ли, не знаю. Но может быть дело привычки. Может дело привычки. Может зря я так говорю. Но вот эти тоже классные. У них они так ниточку держат шикарно. Вот эти, если у меня сейчас 40-ка иногда тут пролетает, то у этих вообще ничего никогда нигде не пролетает. Ой. И они просто... Ну, еще плюс, смотрите, какие они красивые. Еще раз покажу. Я в каком-то видео уже показывала челноки. Ну, посмотрите, вот это тоже 3D-печать и вот это 3D-печать. Сравните эстетически, какая разница. Посмотрите, какая красота. Они переливаются. И они такие гладкие, они такие классные. Вообще просто супер. Ну и носик у них есть, это тоже здорово. Ну, а здесь все гораздо проще. Как будто бы и качество пластика, знаете, другое. Не знаю, от чего это зависит. Я вообще не разбираюсь в 3D-принтерах, в 3D-печати. Вот посмотрите, у них поверхность какая разная, да. И сейчас я говорю не про вот этот сатиновый блеск, а вот просто посмотрите. Да, одна ровная такая, ну, с такими полосочками, но тем не менее другая вот шершавая. И сам пластик, он вот какой-то... В общем, разница есть. Но тем не менее, сколько бы я сейчас вам не говорила, вот эти челноки, они получались гораздо дешевле, чем вот эти. Если вам нужны просто челноки для большого количества намотки, для намотки с бисеринами, с бусинами, у вас есть некоторые ограничения, например, в бюджете, берите вот такие челноки, вообще не опасайтесь, ничего страшного. Замечательные, найти можно на маркетплейсах. Вот у меня где-то в Телеграме была ссылка на них, но это было давно. Вот. Так что все отлично. Есть у них модели с носиком, но у меня есть некоторые сомнения насчет их удобства, но сама я не пользовалась. Поэтому, если что, вдруг, да, ну я понимаю, не у всех есть возможность там купить челноки за 600 рублей, да, и прочее, прочее. Челноки — это инструменты прежде всего. И поэтому, ну, как бы выходим из ситуации как можем. Вот эти можно брать вполне. Классные. Всем привет! Сегодня у нас 25 сентября. Я, мне кажется, уже давненько ничего не снимала. И вот пришло время рассказать вам про какие-то свои, наверное, ну, небольшие новости вообще. Даже не новости, а дела, кружевные дела. Что сейчас плету, что не плету, какие планы и все такое прочее. Кстати, будет еще видео о покупках. Оно, наверное, будет в следующем включении. Хотя это не точно, нет. Наверное, видео о покупках будет в самом конце ролика. В общем, будут на все тайм-коды. Итак, поехали. И первое, хочу показать вам такой страшненький образец. Это образец, он не доделан, потому что здесь должны быть вшиты бусинки. Я их не вшивала, я просто их когда-то, когда сделала, приложила, посмотрела, нравится мне, не нравится. В общем, это образец от чокера по схеме Анны Убейкиной «Императрица». Очень я хотела попробовать сплести. Давно у меня уже куплена ДМК.
И я потихоньку начинала там придумывать в голове, что я хочу видеть, начинала закупать материалы, потому что всяких бусинок надо много достаточно, и бисера. Ну и вот у меня часть бусин пришла, я решила попробовать. Не могу сказать, что мне прям нравится. Вот решила сделать тут вот с бисером. Ой, с бисером явно он большеват, нужен 15-й бисер. Да, вот здесь вот мне не нравится, как бисер выглядит. Ну, вы не обращайте внимания, что образец, он весь такой, знаете, неаккуратный и прочее, потому что, опять же, я тут нитки нигде толком не прятала, где-то оно разошлось, где-то что-то. Но это не главное, потому что то, что мне нужно было увидеть, я увидела. Я от образца это получила. В принципе, сочетание мне нравится цветов, но нужно еще над размером бисерин думать. Вот. И опять же, бусины, которые тут сшиваются, я вам их не покажу, просто потому что мне сейчас не хочется их доставать сюда, как-то класть, выкладывать. Вот, и я думаю, что, возможно, остановлюсь на таком варианте, но это не точно. Почему? Смотрите покупки, там у меня появятся новые нитки. Вот. На самом деле выглядит очень эффектно, если вот вы посмотрите на готовые изделия. Я сейчас не про образец говорю, что выглядит эффектно, а готовые изделия выглядят очень эффектно. И когда я посмотрела МК, я поняла, что плетется это все это очень даже несложно. Единственное, что там достаточно много расшивки. Расшивку я не очень люблю, но как бы что поделать? Что поделать? Хочешь красоту — расшивай. Это вот первое, что я хотела рассказать. Второе, чем я сейчас занимаюсь, расскажу, но не покажу, потому что под рукой нет. Это, конечно же, белая салфетка. В этом видео она еще будет во включении. Я думаю, что я за сентябрь успею сделать, кажется, 8 ряд. Он достаточно быстро плетется. Никаких проблем в этом я не вижу. Вот, если хотите там посмотреть, что за салфетка, либо там отмотайте назад, наверняка в этом видео вы уже ее видели, либо заходите ко мне в Телеграм, там я прям по рядам показываю фото салфетки. Дальше. Мне все не дают покоя вот эти замечательные коняшки. Я вам уже как-то, мне кажется, показывала. Вот решила сплести еще одну из невероятно красивой нитки, хотя и достаточно тонкая для этой коняшки. Это коричневая нитка, это Calais, где-то у меня был моточек, вот такой вот Calais в 3 нити. Оттенок номер 17, очень красивая нитка, невероятная. Конечно, с одной стороны, жалко Calais использовать на какие-то такие прикладнушки. Кажется, что как раз вот Calais — это такая нитка для бижутерии. Но почему нет? Почему нет? Она так красиво переливается. Если повесить на елку этого коня, это будет вообще просто какое-то великолепие. Посмотрите, какая у него классная грива. Немножко только выпрямить. Вот. Ну, у меня тут еще не доделан, не хватает хвоста и не хватает вот это вот, как это называется? Ну, вот как у коней качалки. Ну, я думаю, вы понимаете, про какого коня я говорю. И вы понимаете, о чем я говорю. Если вам интересна схема, то я все-таки нашла эту схему в открытых источниках, и она, опять же, есть у меня в Телеграм-канале. И вот это вот седло, или что это, попона, наверное, это седло, я сделала из... Вам передает как-то слишком серебристо, но это очень красивый, насыщенный синий металлик, китайский. Прям такой плотненький, хотя тоже в 3 нити, но ощущается даже плотнее, чем Calais. Как-то форму держит как будто бы получше. Но опять же, тут и плетение такое, что форма такая, что она получше держится. У Calais много как-то линий, его слишком продолговатая, а здесь закругленного. В общем, очень красивое сочетание. Я думаю, что... Хотя я еще не думала, на самом деле, вот эту качалку я какого цвета сделаю, пока не знаю. Пока не знаю, может быть, золотого сделаю, а может быть, какого-то другого. Вот правда, я пока еще над этим никак не думала. Вот, надо доплести и отгладить, и зафиксировать лаком акриловым. Вот. Ну, посмотрите, какой он получается по форме. Я, кажется, вам уже показывала такого коня. Это он сделан из ниток, которые идут в 4 сложения. Sunbest. Это вот Sunbest. Вот это тоже, кажется, Sunbest.
а вот это Calais. И посмотрите, какая разница в размерах. Сейчас положу, чтобы вам было видно. Вот, давайте вот так хотя бы, чтобы вы могли сравнить, какая разница в размерах. Она небольшая, но тем не менее она все равно есть. Так вот. Ну, не критично, я считаю, не критично. Опять же, если делать как украшение на елку, елки тоже бывают разные. Не у всех елки до потолка. Вот, у кого-то, у меня, например, часто какие-то елочки такие небольшие, декоративные, которые прям ставятся, например, на стол. И вот здесь тоже так вот. То есть будут у меня такие красивые кони. Очень классная схема, плетется легко, плетется быстро. Говорю я, которая вот не может за день такого коня сплести. Ну, ладно, мне можно, я много отвлекаюсь. Вот. И, наверное, это пока все из того, что я плету. Это все. Закончу коня, посмотрим, что буду плести дальше. Хочу на самом деле еще одного коня. Уже в другой цветовой гамме просто. Но посмотрим. Посмотрим, как оно будет. Не буду пока ничего загадывать. Я уже не знаю, какое-то включение. У меня сегодня камера что-то, какие-то магнитные бури на нее действуют явно. Когда она ведет себя непредсказуемо. Вообще. Ну ладно, что я? Да, вот, я купила ленточки, купила в ширину 1,2, 12 миллиметров и в ширину 6 миллиметров. Пока не знаю, насколько они подойдут, потому что попробовала уже на одном коне ленточку. Ну, я не могу сказать, что прям класс. Немножко цвет выбивается. Вот. Цвет выбивается, и бантик все-таки немножко куцый выглядит, на мой взгляд. Поэтому я заказала еще ленточки пошире. Уже, кажется, по 2,5, что ли, сантиметра там ленты. И посмотрим, что из этого получится. Но эти ленты я тоже оставлю, потому что мало ли что в хозяйстве пригодится. Вот, так что пусть будут. Тем более они были по скидке в Леонардо. Поэтому это даже не, знаете, даже не трата, это даже инвестиция. Итак, поехали дальше. Также в Леонардо я купила ниточку. Я честно не хотела. Но вот такой красивый цвет. Он у меня когда-то уже был в наборе, он закончился. Это красная нить. 86 вовсан. В толщине 86. У вас немножко высветляет на камеру. В жизни она такая более еще темная. Очень красиво. И у меня на самом деле уже на нее... Я не просто так ее купила. Я ее когда увидела на прилавке, я такая: о! И у меня сразу всплыло два варианта, что из нее можно сделать. Во-первых, либо это императрица Тану Бейкиной, либо это колье из книги Малых. Не помню, как колье называется. В общем, есть там такое, похоже на ее снежную королеву. Но не снежная королева. Какая-то другая, какое-то другое. Но принцип примерно тот же. Вот я думала такой сделать осенний вариант, знаете, из такого красивого цвета. Не знаю, что это, бордо или сливовый. Нет, не сливовый, наверное, это, наверное, бордо. В общем, вы меня поняли. Из такого цвета и без пикошек. Мне кажется, должно получиться просто супер-пупер мега-класс. Ну, посмотрим, посмотрим. Следующая моя покупка. Это тоже нитки. Давно уже они мне пришли. Ну, как и многие тут покупки, просто лежали, ждали. На самом деле я заказывала 2 моточка. Один просто уже начала использовать. Потому что у меня такие нитки закончились. Это... Ну, вот такие нитки. Я не помню, не знаю, как они называются. Ссылка, опять же, есть у меня в телеграм-канале. Либо просто найдите по фото на Алиэкспрессе. Они недорогие. На мотку я тоже не знаю, не помню. Они в 3 нити. И это вот такие чудесные нитки для вот таких чудесных снежинок. Просто великолепно. Конечно, сейчас вот красоту вы вот немножко в расфокусе, может быть, и видите это переливание. Перелив. Перелив такой, знаете, зеленовато-голубовато-розоватый. Очень красиво. Я пробую из этих ниток плести какие-то украшения. Мне не очень понравилось. Мне не очень понравилось, как
на коже. Как-то вот они себя, ощущения мне не очень нравятся, но тем не менее. А вот, снежинки прям неплохо. Они, смотрите, даже пикошки неплохо держат. Вот. Поэтому и заметьте, вот, например, хочу вам показать, если сейчас. Ой, ну схемы все тут у меня что то все такое разное. Ну, давайте возьмем вот эти варианты просто. Понимаю, что снежинки разные, схемы разные, но посмотрите, вот это серебристое — это 4 нити, вот это 3 нити, они практически идентичны. Практически идентичны по толщине, что удивительно. Но да ладно. При этом посмотрите, как по-разному выглядят нитки. В серебре вы видите, можете прочитать каждый узелок, а вот в белом вы этого сделать практически не можете. В общем, красиво, мне очень нравится. Замечательный вариант. До Нового года прям, если собираетесь делать снежинки, прям закупайте, и будет вам счастье. Ну, тут прилично, кстати, ниточек. Ну, не прям много, но, знаете, вам на какие-то там снежинки хватит. Что-то порядка до 150 рублей вот это стоит моточек. Так что прекрасно, прекрасно. Дальше, возможно, уже не такое все интересное. Давайте покажу вот так вот. Это обычные соединительные колечки в 3 цветах. У меня уже были от этого продавца. Заказывала опять на Алиэкспресс. У меня уже были колечки от этого продавца. Мне понравились по качеству. И вот я решила дозаказать. У меня были более мелкие. Тут я даже не знаю, какой. Я не помню, какой я заказывала размер. Как вот тут понять, где размер? Ну, в общем, какой-то такой размер. Вот. И просто решила дозаказать, потому что, во-первых, самые маленькие колечки, они не всегда удобные. Причем я не помню, я реально заказывала так вот разный размер вот этих колечек золотых. Или как, или почему. Почему они такие оказались. В общем, слишком много вопросов, слишком мало ответов у меня на них есть. Ну, вот колечки, они есть, пусть они будут, все хорошо, замечательно. Они, кстати, не меняют цвет, не окисляются, что просто великолепно. Дальше покажу вам вот такое кольцо. Наверняка вы его видели где-нибудь. Это кольцо для, как это правильно сказать, как раз для того, чтобы вот такие вот колечки раскрывать. Я, если честно, не до конца поняла, как это делать. Я им еще не пользовалась. Оно такое достаточно толстое. И я не поняла, как это делать. Я раньше думала, что ты просто... А хотя нет, я, наверное, поняла. Давайте попробуем. Вот у меня есть колечко. Сейчас прям с вами будем в прямом эфире. Вот колечко. Блин. Вот колечко и вот колечко, да. 2 колечка. Вот мне его надо раскрыть. Давай, фокусируйся, пожалуйста. Я вот так кольцо. Так, наверное, да? Сюда, наверное, ставлю. И, да господи, как это на камеру-то все неудобно делать. И вот так раскрываю. А могу я так закрыть? Ну-ка. Ну и, в принципе, закрыть я тоже так могу. Поняли, в чем? Если я правильно его, конечно, использую. В чем фишка? Вы ставите вот в разъемку, в разъем кольцо. Тут они разные по ширине. Вы ставите в подходящий вот так. И в какую-то сторону просто нагибаете. И обратно. Вот такое вот колечко. Оно было какое-то совершенно максимально недорогое. И я решила вот взять, просто попробовать. У меня что-то везде я постоянно покупаю ножнички. Вот такие вот красивущие ножнички я купила себе. Посмотрите, какая у них красивая рукоятка. Какие-то попугайчики, какие-то птички. Очень мне нравится. У продавца были вроде бы еще варианты, там какие-то животные. Но вот я решила с птичками взять. Я все ножнички сравниваю вот с такими своими ножничками, для меня оказавшимися максимально удобными, но они начали у меня как-то затупляться, и я вот
начала искать новые. Смотрите, чуть поменьше они, да, точнее, чуть побольше. Новые ножнички, чуть побольше. Но к ним, я думаю, нужно будет просто приноровиться, и все будет замечательно. Нитку режут хорошо, кончики острые. Для меня это было важно, чтобы можно было максимально близко подойти, максимально близко нитку обрезать. Смотрите, какие бусинки. Я, с вашего позволения, не буду доставать их из пакетиков, поэтому немножко потерпите шуршание. Смотрите. Это черные. Написано, что это какие-то гематитовые бусины. Я не знаю, что такое гематит. Я не уверена, что это гематит. Я вообще ничего не знаю. Просто взяла красивые бусины, переливающиеся. Они замечательные, хорошо прокрашены. Это 2 миллиметра и, кажется, 4 миллиметра. Опять же, они так давно пришли. И так долго ждали, пока их сниму, что я уже не помню на самом деле. Черные вот такие. Дальше взяла такие же размеры, но просто они серебристые. Вот они серебристые, кстати, только снаружи. Внутри они выглядят как черные. Но я их уже поносила на руке, на коже, и они не полиняли, не окислились, краска никуда не делась, и я очень этому довольна. И вот такой цвет. У продавца, кажется, этот цвет написан как, заявлен как золотой, но это вообще не золотой цвет. Это какая-то красивая такая бронза, не знаю. Я тоже заказала 2 размера, но пришел мне только один. Продавец деньги за не пришедший товар мне вернул, и я тут же буквально перезаказала еще таких бусин немножко в других размерах, потому что мне они понравились. Пусть будут. Вообще красота. Вот как раз вот эти бусины мелкие я использовала вот в образце императрицы. Вот. Видите, вот эти вот. Это вот эти гематитовые бусины в 2 миллиметра. Вот они. А вот сюда, в середку, я хотела как раз большие бусины гематитовые. Так что эти тоже могу порекомендовать. Все ссылки будут у меня в телеграм-канале, опять же, повторюсь. И еще одни бусины. Это вот такие красивые. Они тут, кстати, хорошо связаны. Ничего не должно развалиться. Посмотрите, какие красивые. Это какая-то то ли ракушка, то ли перламутр. И я даже подозреваю, что это натуральный материал. Потому что, смотрите, он прям... Вот есть какие-то неровности. Ну, не то, что неровности, они все ровные. Вот имею в виду в окраске, видите, да? Неравномерность какая-то. Как будто вот, правда, из ракушечки прям эти бусинки вырезали. Они очень красивые. Это тоже 4 миллиметра. Вот тут, кстати, неровность небольшая есть. Или... Ну, в общем, неважно. Все равно красиво. Очень красиво. У меня есть такие, кажется, в 2 или в 3 миллиметра маленькие. Вот они мне понравились. Я решила заказать размер побольше. Пока не знаю, куда это все использовать. Но пусть будет. Вдруг вот меня что-то озарит, и я прям решу, такая, вот, сейчас. Крючки. Итак, так как я нахожусь в поисках не только идеальных для себя ножниц, я еще постоянно нахожусь в поисках тонких крючков. Потому что у меня есть один тонкий крючок, вот такой, на 0,5. Точнее, у меня крючков-то на 0,5 много, а вот тонкий, вот такой вот, он один. И он мне очень нравится. Единственный его недостаток, он не пролазит в бисер 15-й Тоха. Но для каких-то вот тонких работ, тонких ниточек, сороковки он подходит идеально. И я все переживаю, что он у меня может там, например, сломаться, потеряться, что-то с ним случится, и я останусь без тончайшего крючка. И начались эксперименты, так как я этот крючок покупала, вот этот, да, покупала где-то в нашем рукодельном магазине, и это было не Леонардо, я начала покупать другие крючки в надежде, что они окажутся такими же тонкими. И вот я купила крючок 0,5 на Алиэкспресс с пластиковой ручкой, показалось мне очень удобно.
Ну, посмотрите, какая разница. Опять же, фото разницы этих крючков я прикладывала более качественное у себя в Телеграме. Посмотрите, какая разница по толщине. Она есть. Эта разница прям есть. Я прям, когда ими пользуюсь, я чувствую. Крючок на самом деле оказался очень удобным, им можно пользоваться тоже достаточно с тонкими нитками, но когда я уже привыкла к своему старому, к такому тонкому, удобному, ну вот это мне кажется немножечко таким, знаете, немножечко неудобно мне им пользоваться, но пусть все равно будет. Он был очень недорогим. В принципе, если вы прям не зациклены на том, чтобы крючок у вас был максимально тонкий, да, то вот такой вариант, мне кажется, стоит рассмотреть. Прям отлично. И еще один крючок. Посмотрите, какой он тончайший. Это тоже крючок на 0,5, но посмотрите, я вам сейчас... Вот, давайте вот этот свой, так скажем, эталонный крючок, да, и вот этот, посмотрите, какая разница. Видите? И фишка в том, что вот этот крючок, вот, он на всем своем протяжении вот этой вот головки, он тонкий. И он отлично пролазит в бисер Тоха 15. Это крючок, заказанный мною на маркетплейсе. Он называется индийский крючок для бисера, кажется. Что-то такое. Очень тонкий. Но по работе, конечно, видно, что это кустарщина какая-то непонятная, какие-то палки, закорючки. Но, в общем, вот этот выглядит более качественным, да. Хотя у них разница в цене раз, наверное, в 10. Этот стоил там 30 рублей, вот этот стоил 300 рублей. Вот, ну, он такой тончайший, он настолько тонкий, что мне даже не всегда удобно с ним работать для сороковки. Поэтому я его оставила для бисера. Он мне для особых случаев, да, когда нужно бисер там продеть, например, нитку через бисер продеть. Вот он для этого идеально подходит. У меня сейчас, к сожалению, нет 15-го бисера под рукой, чтобы я вам показать смогла. Идеально. Здорово. Я не помню, кто про этот крючок мне сказал. Где-то я прочитала в чатах и вот заказала. И я прям очень искренне благодарю этого человека, который открыл нам тайну вот таких вот индийских кустарных, но при этом замечательных крючков. Так, ну, на этом, наверное, все. А, нет, подождите, не все. Я вам покажу сейчас не покупку, но подарок. И это вообще не фриволитешная вещь ни разу, но тем не менее. Посмотрите, какие мне подарили красивущие сувенирчики. Знакомые это игрушки, я не помню, как они называются, но, в общем, вязаные крючком, маленькие ручные работы. Посмотрите, какие они классные. Вообще класс такой дракончик. Посмотрите, какие у него лапки, а крылышки, а ушки. Вообще супер. Они вот так на ладошку помещаются. И такая же черепашка, она еще меньше. У нее даже хвостик есть. Просто великолепно. Я в восторге. Мне очень понравилось. Очень крутые. Так что вот так, похвасталась вам небольшими своими подарочками. Всем привет! Я думаю, что это будет последнее включение в сентябре. И я к вам пришла показать законченный 8-й или какой-то 9-й ряд. Я уже не помню. Вот этот последний ряд законченный. Я на нем оставила маячок, чтобы понимать, откуда мне начинать следующий ряд, потому что там есть некоторые особенности. Вот такая красота получается. Салфетка примерно, мне кажется, я измеряла, примерно 27, что ли, сантиметров в диаметре. То есть она еще совсем малышка. Она еще пока не выросла. Вот, и мы будем ее с вами дальше наращивать. Следом идет очень интересный ряд. Он будет такой состоять из отдельных частей. Ну, в принципе, по схеме все это можно посмотреть. На самом деле, ко мне идет сейчас много ниточек совместной закупки. И я
Не помню, какие там нитки. Очень интересно это все хочется посмотреть, но я думаю, что в сентябре посылка прийти не успеет, поэтому обязательно оставайтесь со мной, и мы с вами в октябре распечатаем нитки. Мне кажется, ко мне еще идет какая-то гора посылок с Алиэкспресса, так что не теряйтесь и подписывайтесь, пишите комментарии. Вообще заходите в группу в Телеграм, показывайте, что вы там плетете, или даже если вы не плетете, а занимаетесь каким-то другим рукоделием, то присоединяйтесь, показывайте, все очень интересно, все здорово, давайте делиться и поддерживать друг друга. Ну и всем пока!